Салют, UFC вернулись в Лас-Вегас, домашняя арена Apex. Алджамейн Стерлинг против Юсефа Залала, главный бой вечера. Бились сразу два мировых джиттера, Родольфо Виейра и Маркус Бучеча. Турнир, конечно, исключительно для элитной категории фанатов. Как прошли все 13 боев карда, узнаете прямо сейчас. Меня зовут Влад Калугин, вы на канале Дикий Бой. Поехали! Шутки кончились. Хамзат Чимаев и Шон Стрикланд, Джошуа Ван и Тацура Тайра. Через 2 недели турнир UFC будет одним из самых громких в 2026 году. Прямую трансляцию турнира, пресс-конференцию, а она будет точно жаркой, битву взглядов Чимаева и Стрикланда, все это будет в нашем телеграм-канале Калугин ММА. Ссылочка будет в описании, обязательно подписывайтесь, турниры в Эйпексе еще пропустить можно, а вот Чимаев, Стрикланд ни в коем случае. В этом же телеграм-канале будет фрибет 3000 от моих партнеров, либо по QR-коду на экране, кому как удобнее. А мы начинаем. Свой последний поединок Талита Аленкар выиграла удушающим приемом, и эта победа стала для нее 3-й в промоушене. У Аленкар серьезный бэкграунд в джиу-джитсу. А у Джулии Паластри пока все нестабильно в UFC. Рекорд 2-2, при этом в последнем поединке она нокаутировала Каролину Ковалькевич и забрала бонус за лучшее выступление вечера. Так что многие фанаты после этого выступления в нее поверили, к тому же Паластри на 7 лет моложе своей соперницы. Девушки отбились все 3 раунда и абсолютно ничего интересного не показали. Талита Аленкар уверенно забрала 2 раунда из 3. Где-то успешно подключала борьбу, где-то немного лучше была в стойке. Юлия Паластри же уступала в борьбе, в принципе конкуренция была какая-то в стойке, но частенько давала работать своей сопернице. Как итог, в незрелищном бою единогласным решением судей Талита Аленкар побеждает 29-28. Максу Гриффину уже 40 лет, и в UFC он находится ровно 10 лет, с 2016 года. В последних 5 боях американец добыл 2 победы и уступил при этом действительно серьезным ребятам: Крису Кертису, Майклу Кьези и Майклу Моралесу. Сегодня Гриффин встречается с дебютантом из Чили, Виктором Валенсуэлой. В клетке он любит вырубать. Валенсуэла дрался на контендере, но проиграл. Затем закрыл поражение в другом промоушене и по итогу получил свой шанс в UFC. Первый раунд. Бойцы вроде активно бьют, но все летит по воздуху. Процент попаданий был ужасен. В разменах дебютант выглядел поинтереснее, попадал немного больше, но главное, он уверенно забрал концовку. Сумел донести серию и потрясти Гриффина, который, спасаясь, пошел в ноги. 1-0 Валенсуэла. Второй раунд был во многом похож на первый, мало попаданий, много летело по воздуху, но Макс в этой 5-минутке лучше был в борьбе. Смог и перевести дважды, и даже попытался как-то там на сабмишн выйти. Счет стал 1-1 по раундам. А вот третья 5-минутка вышла максимально односторонней. Весь раунд Валенсуэла гонял по октагону Макса, несколько раз его сумел потрясти. Гриффин пытался бороться, и порой получалось, но это скорее было спасение от стойки, где он разгромно проигрывал. 29-28 единогласным решением судей Валенсуэла побеждает. Этот поединок был добавлен в карт в последний момент. Фрэнсис Маршалл дрался в конце февраля и выиграл удушением сзади в первом раунде. Сейчас американец идет с рекордом 3-3 в UFC, но уровень в клетке показывает действительно хороший. Его соперник-дебютант Лукас Бреннан. Молодой парень, которому пророчат большое будущее. У Бреннана 9-0 в Беллатор и 8 из 11 побед в карьере добыты сабмишенами. Ему 25 лет, и сегодня это его дебют в сильнейшем промоушене планеты. Маршалл сходу хорошенько попал по сопернику, но после этого быстро добыл тейкдаун и почти весь раунд контролировал сверху. В партере без особо опасных моментов Маршалл старался все время улучшить позицию. Получалось с большим трудом, однако этого контроля хватит однозначно, чтобы выиграть раунд. Второй и третий раунды, здесь ничего не изменилось. Тенденция сохранилась, второй раунд Маршалл также уверенно выиграл, пролежав на сопернике большую часть времени. А в третьем раунде, когда казалось бы, вот она стойка, бери и совершай камбэк, Бреннер. Но и по ударам он тоже базово уступил. 30-27 единогласным решением судей Фрэнсис Маршалл одерживает победу. В 5 боях в UFC у Жофеля Фильо 2 поражения.
Все победы в лиге бразилец одержал сабмишеном в первом раунде. Фильо, как вы поняли, опасный финишер. Изначально его оппонентом должен был стать Лукас Роча, но тот снялся. И на замену на коротком уведомлении выходит Коди Дардан. Поэтому этот поединок проходит в легчайшем весе. Дела у Коди совсем плохи. 4 поражения к ряду. Сегодня у него последний шанс зацепиться за место в UFC. И эти парни отбились все 3 раунда. Сегодня прям парад из решений судей. Первая половина боя была конкурентной, было очень много грэпплинг-разменов. Где-то Дардан побеждал, где-то Фильо. Никто не мог закрепить преимущество за собой или сделать прям вот что-то запоминающееся. Но вторую часть боя выиграл Дардан. Уже к концу второй 5-минутки он завладел инициативой вплоть до финального гонга. И в стойке больше попадало, а главное, не было больше вот этих грэпплинг-разменов, была уже доминация от Коди, который без дела сверху не находился и отлично работал ударами. Как итог, единогласная победа Коди Дардана со счетом 30-27, 30-27 и 29-28. Майра Буэна Силва не выигрывает уже 4 боя подряд. Последний раз ей поднимали руку в 2023 году, но та победа была аннулирована из-за положительного допинг-теста. Бразильянка входит в топ-15, но в данный момент у нее всего 1 победа в UFC над действующим бойцом лиги. Ошалеть можно с этого факта. Непобежденная Мишель Монтаго успешно дебютировала в лиге в сентябре прошлого года. Каждая ее победа до UFC была одержана удушением сзади. И сегодня она была серьезной фавориткой перед поединком. Мишель Монтаго буквально через 10 секунд уже провела бросок и заняла позицию сверху. То была в халфгарде, то в боковом контроле, но постоянно старалась работать ударами и локтями в том числе. Но Майра неплохо вязала, однако это единственный ее плюс в раунде, она его проигрывает и достаточно разгромно. Второй раунд был абсолютно другим. С самого начала Монтаго начала много пропускать именно плотных ударов. Она попыталась вновь забороть Майру, но тейкдауны уже не проходили. Майра защищалась и продолжала серьезно разбивать ее в стойке. Монтаго из последних сил бросается в ноги. Майра рискнула выйти на Кимуру во время защиты и проиграла позицию, но раунд все равно за Силвой. И казалось, будет интригующий финал, счет 1-1, но нет. В начале 3-го раунда Монтаго сразу добывает тейкдаун и за счет больших габаритов не позволила бразильянке подняться в стойку. Единогласным решением судей победу одерживает Мишель Монтаго. Седрик Дюма и Джексон Маквей должны были встретиться еще в июне прошлого года, но тогда Седрик снялся. В последнем бою Дюма потерпел поражение удушающим приемом от дебютанта лиги, и его рекорд в UFC стал отрицательным. У Джексона Маквея такая же ситуация, но это только первый его поединок с полноценным лагерем под соперника. До этого он сам выходил на замену, а в последнем поединке у него менялся соперник. Так что вот прям полноценная подготовка под конкретного соперника была лишь в этот раз. Давайте посмотрим, насколько она помогла Маквею. Маквей стал тем самым, кто прервал череду скучных решений судей. Уже в начале боя из клинча апперкотом он отправляет Дюму на настил. Начинает сначала добивать ударами, а потом увидел возможность для удушающего и накинул его. Дюма стучит, а Маквей побеждает удушающим в самом начале поединка. В последнем бою Родолфо Виейра дрался с Бо Николом на большом турнире в Мэдисон Сквер Гарден. Тот вечер сложился для бразильца неудачно, он проиграл нокаутом в 3-м раунде. Теперь Виейра возвращается и его соперник Эрик Макконико. Американец также проиграл свой последний бой нокаутом Байсангуру Сусуркаеву на том же турнире, где и Виейра, и тоже в 3-м раунде. Сегодня одному из парней удастся закрыть поражение, вопрос, кому именно. Буквально первым же боковым Виейра роняет Эрика, а внизу сначала попытался задушить, потом попытался выйти на армбар. И было очень опасно, однако Макконико мастеровито выбрался, и всю оставшуюся часть раунда Виейра пытался бороться, клинчевал, но подобных опасных моментов уже не было, но тут и первой минуты хватило Родолфо, чтобы выиграть раунд. Но во второй 5-минутке Макконико серьезно добавил, стал перебивать и доносить акцентированные удары. Отлично комбинировал атаки по корпусу и голове. Больнючие удары по корпусу, а затем хайкик. Был на грани отправить в нокдаун бразильца. Но тот последние 2 минуты раунда засушил в клинче, однако счет по раундам точно 1-1. Третий финальный раунд ожидаемо Макконико разбил Виейру в стойке.
Радольфо еще во втором раунде по кардио смотрелся плохо, поэтому в третьем просто не было сил перевернуть ход боя. Эрик Маконико мог проиграть досрочно за минуту, а по итогу побеждает единогласным решением судей 29-28. Маркус Бучеча, невероятно титулованный джиттер. 19 раз он брал чемпионат мира. Его рекорд в БЖЖ 128, 13-1. Казалось, что-то интересное этот парень покажет нам, но, увы, двумя своими выступлениями он заставил фанатов заскучать и разочароваться. Одно поражение и одна ничья. Сегодняшний соперник бразильца Райан Спен. Для Спена это 16-й бой в UFC, недавно он перешел в тяжесть, здесь у него 1-1. В грэпплинге он тоже хорош, 14 побед с сабмишенами, но вряд ли он захочет тягаться с Бучечей в партере. Райан Спен весь раунд понемногу накидывал в стойке, а когда Бучеча пытался добыть тейкдаун, то Спен накрывал его сверху и работал ударами. Но разок все же перевести и занять выгодную позицию у Бучечи вышло, но ничего из этого он не извлек. Его БЖЖ может быть и высочайшего уровня, но абсолютно не адаптировано под ММА. Оно элементарно не работает у него в таких условиях. Во втором раунде Райан Спен вполне логично дожал и оформил красивейший нокаут, чистый КО, никакого добивания. Маркус Бучеча упал в нокаут, который разберут на хайлайты, а Райан Спен побеждает нокаутом во втором раунде. До октября Монтел Джексон шел на серии из 6 побед и уверенно набирал обороты, однако в соглавном бою турнира в Рио-де-Жанейро он уступил Дэвисону Фигередо и не смог стремительно взлететь в рейтингах. В топ-15 он все же остался и сейчас занимает 14-ю позицию. Соперник Джексона — ветеран Рауни Барселос, отправившийся в какой-то бешеный забег. У него 4 победы подряд, и все поверженные соперники были значительно моложе его. Бразильцу через 3 дня исполнится уже 39 лет. Монтел Джексон на первых же секундах оформляет нокдаун точным попаданием прямо в челюсть. Барселос падает, и сверху Монтел выбрасывает град добивающих ударов. К середине раунда счет по акцентированным был 35-0. Но Барселос смог пережить критический момент и даже последнюю минуту доминировал в партере и пытался задушить, но раунд, конечно, проиграл. Сценарий второго раунда был немного похож на первый. Долгое время одиночными панчами Монтел переигрывал Барселоса, был на порядок быстрее и хорошо его встречал, но Барселос как танк шел вперед. Искал свои моменты, и последнюю минуту он снова забрал и снова был близок к удушающему, но прозвучал гонг. Третий раунд тут у Барселоса борьба заработала уже значительно раньше, а не только на последней минуте. На протяжении раунда он добывал тейкдауны, а вторую часть пятиминутки уверенно контролировал и пытался выйти на сабмишн. Этот раунд однозначно можно записать в его актив, и победу раздельным решением тоже одерживает Рауни Барселос. Да, двое судей отдали ему и второй раунд. Дэйви Гранту 40 лет, но запала у него точно хватит еще на несколько боев. В позапрошлом бою уверенно прошел более молодого Дэймона Блэкшера. Свой последний поединок Грант проиграл, Чарльз Жорден поймал его на гильотину. Его оппонент Адриан Луна Мартинетти. Парень, который зарубился на контендере с Марком Вологдиным. Эквадорец сегодня дебютирует в лиге, единственное поражение в карьере потерпел в 2017 году. С тех пор не проигрывал. Грант уверенно в стойке разобрался с новичком. Он взял количеством 46 против 15 по значимым в пользу Гранта в первой пятиминутке. Но много из этих ударов были кики, лоу-кики, фронт-кики в корпус. Они не давали покоя Мартинетти, сбивали его атаки. Ветеран грамотно по очкам разобрал эквадорца и забрал раунд. С первых секунд второго раунда Мартинетти взвинтил темп, стал активно идти вперед. Бойцы много разменивались на разных дистанциях. Но со временем Мартинетти сам не потянул темп, который задал. А Грант, словно киборг, продолжал выбрасывать удары без остановки. Конкурентный раунд, но Грант и тут был впереди по количеству 49 против 36 значимых ударов. Третья пятиминутка — шикарный бой, здесь бойцы не сбавили темп. 140 против 90, общая статистика поединка по значимым ударам. Визуально бойцы рубились на равных, но как вы видите, Грант попадал значительно больше. Парни наверняка отхватят бонус от лиги, а победу единогласным решением судей 29-28 одерживает Дэйви Грант. Текущий уровень Рафы Гарсии оценить трудно. За последние годы он провел 4 боя и выиграл в 3 из них, но при этом двум соперникам было 42 года, а еще одному 37. А поражение мексиканец потерпел как раз таки от своего ровесника Гранта Доусона.
И сегодняшняя встреча с Александром Эрнандесом может показать многое. Ведь американец серьезно перезапустил свою карьеру, сейчас у него 4 победы подряд, если пройдет Гарсию, то вернется в топ-15. Парни отбились все 3 раунда и бились почти весь бой в стойке. Мимолетно Гарсия оформлял тейкдауны, но разобрал он Эрнандеса именно на руках. Алекс все время кружил и пытался нащупать темпо боя, в то время как Гарсия вколачивал один удар за другим, причем удары были более чем акцентированные. Лицо Эрнандеса быстро стало забито гематомами. 2 раунда он уверенно разбивал его в стойке, и лишь 3-й получился близким. Эрнандес пытался отыграться изо всех сил, но удалось лишь выиграть этот раунд на карточке одного из судей. Победу единогласным решением одерживает Рафа Гарсия. Соглавный бой вечера. Норма Дюмонт оказалась в соглавном событии вечера не просто так. Бразильянка является 3-м номером легчайшего веса, у нее 6 побед к ряду, и сегодня UFC решили дать ей Жозалин Эдвардс, 11-я строчка рейтинга. Представительница Панамы уже давно выступает в UFC, 12 боев за ее плечами, и сейчас Эдвардс на серии из 4 побед к ряду, причем все одержаны досрочно, абсолютно заслуженный шанс. В первом раунде ударов почти не было, всего 7-4 в пользу Дюмонт. Была борьба, где обе девушки успели оформить контроль. Но Дюмонт набрала чуть больше контроля и в моменте даже оказалась в маунте, первая 5-минутка, наверное, отходит ей. Второй раунд обошелся без борьбы, девушки разменивались ударами в стойке, поочередно попадали, даже было парочку разменов на средней дистанции. Близкая 5-минутка, Эдвардс все же выглядела чуток лучше. В конце раунда выиграла размен, а затем полминуты оформила контроль в клинче. И вот 3-й раунд был совсем не близким. Жозалин Эдвардс достаточно уверенно переиграла Дюмонт в стойке. Была активнее, хорошенько отрабатывала киками. Да, ничего интересного или опасного, просто базово перебила Дюмонт и забрала победу единогласным решением судей. Прямые трансляции UFC. Видео нокаутов сразу после боев. Анонсы всех поединков. Обзоры ивентов UFC в лайв-режиме. Конкурсы и бонусы от партнеров. Лучшее место для фаната UFC. Телеграм-канал Калугин ММА. Будь причастен к боям вместе с нами. Сканируй QR-код на экране или переходи по ссылке в описании. Подписывайся и наслаждайся всем главным в одном месте. Главный бой вечера. Многие думают, что Алджамейн Стерлинг уже сдал позиции. Но взглянем на послужной список американца. За 8 лет у Алджо 2 поражения от Шона О'Мэлли и Мовсера Евлоева. В полулегком весе Стерлинг уже занимает 5-ю строчку и намеревается встретиться с чемпионом Алексом Волконовски. Для этого нужно побеждать Юсефа Залала. Марокканец вернулся в UFC в марте 2024-го. За 2 года он провел 5 боев, во всех выиграл, оформил 4 финиша и добрался до 7-й позиции в рейтинге. Гарантированно назвать это претендентским поединком точно нельзя, но победитель однозначно будет маячить где-то в списках претендентов. Раунд 1. Бойцы забрасывают размашистые удары, но все они пролетают по воздуху. Дальше Алджо пытался бороться, и за 2 минуты до конца раунда ему удалось подловить соперника, сбить его с ног и закрепиться сверху. Внизу Алджо ничего не добился, но 2 минуты контроля были за ним, которые приносят ему победу в раунде. Второй раунд 3 минуты Залал отлично проводил. Защищался от борьбы, держал Алджо на дистанции, разбивал джебом, но за пару минут до конца он провалился после удара, Стерлинг тут же его перевел и забрал спину. И до конца 5-минутки отлично сыпал ударами. Активно отработал, в отличие от первой 5-минутки. 2-0 по раундам в пользу Алджо. Третья 5-минутка, на первой же минуте Стерлинг идет за тейкдауном, но Залал ловит его на гильотину. Стерлинг выбирается, но почти весь раунд Залал доминировал в борьбе, накидывал удары, забирал спину и пытался задушить. Эта 5-минутка точно отходит Юсефу 2-1. 4-й раунд. Стерлинг, разъяренный, понесся вперед с ударами, сблизился и перевел. Забрал спину, все это произошло очень быстро. Внизу сыпало очень много ударов, пока не нашел момент для удушения сзади. Он почти задушил Залала, несмотря на то, что тот защищал себя рукой. Хоть финишировать и не вышло, но раунд разгромно забирает Стерлинг. 5-й финальный раунд. Залал пошел вперед на все деньги, стал доносить плотные удары. Но Алджо тут же начал бороться и клинчевать.
И ему это помогло. В середине раунда он уже добыл тейкдаун и вновь в действие вступил его феноменальный контроль в партере. Звучит гонг, и победу единогласным решением, уверенную, одерживает Алджамейн Стерлинг. Заряжай лайк, пиши в комментариях, кто заслужил бонус в 100 тысяч баксов, и буду ждать тебя в телеграм-канале, где уже и видео финишей, и все, что сказали бойцы после выступлений, ссылочка будет в описании. До встречи именно там, пока-пока.